О, на нас напали феники. А, ничего страшного, мы уже столько атак отразили от рейдеров. A few moments later. Ладно, что-то явно пошло не по плану. Всем привет! Сегодня я решил сыграть в реморт на максимальной сложности. Я запускаю эту игру впервые, так что я в этой игре полный ноль, не знаю абсолютно ничего, так что можете закидать помидорами мое прохождение в комментариях. Ладно, начнем. Так, есть обучение. Сразу начинаем. Тут мне попался очень тяжелый выбор, я не знал, что выбрать из этого всего. Просто быстренько ознакомился и выбрал один из самых тяжелых вариантов, но я так понимаю, это вампир. Ну, начнем за него. Ознакомившись с рассказчиками, понял, что Рэнди самый хардкорный, и выбрал сложность проигрывать весело. Как я понял, это самая высокая сложность, поэтому я выбрал его. К созданию мира я подготовился очень ответственно, ничего не меняя. И вот игра создала нам новый мир. Здесь уже жили какие-то народности. Я просто бегал, осмотрел мир, даже не зная, где мне поселиться. Просто выбрал вот это вот место. И опять же, не знаю, хорошее это место или плохое. Просто наугад. Выбрал идеологию за вампиров, ну что логично. Создал двух персонажей. Это Салли, которая отвечает за охрану нашего поселения и изучение новых технологий. И Мини, которая не умеет драться, но знает все остальное. Я думаю, гармоничная пара. Вот Салли и Мини добрались до этой планеты. Если честно, они выглядели очень растерянными и не знали, что им делать. Но я, если честно, тоже вообще не понимал, что мне делать. Просто потыкав на кнопочки, которые расположены в самом низу, я понял, что ничего не понял. Но я хотя бы узнал, где здесь строить и что строить можно. Под строительство дома выделил вот это вот место. Также выделил место под строительство склада, но мои ребята пока строили его, очень сильно устали и прямо там и заснули. И да, пока они строили этот склад, они решили, что они действительно дополняют друг друга, как я и сказал, и решили встречаться. Поэтому я им организовал уже макет двухспальной кровати у них дома. Несколько дней прошли довольно-таки спокойно. Я строил разные постройки, соображал, что мне нужно, что нет. И тут пришли какие-то люди. Я немножко напрягся, потому что не понимал, кто это. А это, оказывается, торговцы. Здесь еще можно торговать. Интересно. Еще через день я понял, что еда-то у нас не бесконечная. И нашел пункт, где можно выращивать разные растения. И решил засадить поле рядом с домом. Пришли еще одни торговцы. Я купил у них лук для охоты, так как для охоты нужно дальнобойное оружие. Но что-то я не учел то, что стрелы тут огненные, и чуть не спалил наш дом во время лесного пожара. Салли решил предложить назвать наше поселение. Самое то. Я решил довериться рандому, и вот получилось как-то так. Я думаю, неплохое название. И, кстати, нам очень повезло, пошел дождик, и пожар начал утихать. Ночью к нам прибились верблюды, и я решил построить для них загон небольшой. Думаю, пора переключаться на электричество, а то мы живем как в каменном веке. Построил ветряк и провел кабель к дому. Оказывается, ветряной мельнице мешают деревья, и она не добывает электричество. Забавно. У нас на складе закончилась вся еда, и как раз поспел урожай. Нам очень сильно повезло, от голода мы не умрем. Нам пришло какое-то задание от Империи. Нужно приманить к нам на базу волков, и за это мы сможем получить какие-то награды. Я выбрал самое первое, не знаю, что это даже такое, но оно стоит денег, поэтому принимаемся за задание и заодно испытаем нашего Салли, ведь Мини не умеет драться. А вот эти самые волки. Для меня было очень страшно, потому что я не знал, что от них ожидать, и это моя первая битва. Я решил испытать способности Салли. Костный шип на первом волке, он сразу же умер. Я понял, что это довольно-таки легко, наверное, будет. Со вторым немножко пришлось посражаться, но он тоже умер перед тем, как подбежал третий. И третий, соответственно, тоже очень быстро сдался. Поэтому битва была достаточно легкой. Салли даже практически не получил урона. Мне это не может не радовать. Игра там дала новый ивент. Кто-то прибыл на спасательной капсуле. Это женщина, которая стекала кровью. И игра дала подсказку, что если мы сможем спасти, она может присоединиться к нашей команде. Я, конечно же, попытался это сделать, но, к сожалению, она истекла кровью, так как на нас опять напали животные, поэтому я решил сделать выбор в пользу обороны базы, а не спасения человека. Агрессивных енотов хоть было и много, но Салли довольно-таки быстро с ними справился. Я все-таки решил попытаться спасти ту самую женщину, которая потерпела крушение на спасательном челноке. Но, к сожалению, я уже увидел, что смерть у нее наступит через 2 часа, и понял, что практически это нереально. И как только положил я ее на кровать, она сразу же умерла. Жаль. После этого прошло еще несколько дней, все было довольно-таки тихо, спокойно, и на нас опять напали
дикие животные. Это были 3 пумы. Я понял, что это уже враг немножко посерьезней. Уже тоже было немножко напряжно. Но думаю, Салли справится. И он справился, но с небольшими увечьями. Так что нам надо еще какого-то бойца, хотя бы одного. Больше недели ничего не происходило, и тут игра решила подкинуть нам задание на спасение Адама. Я посмотрел, кто его охраняет, и понял, что мы, наверное, не спасем Адама. Извини, Адам, спасайся сам. Как я говорил ранее, мы провели электричество в нашу базу, но, к сожалению, как я понял, энергия ветра не постоянна. То она очень сильная, то очень слабая. Поэтому я решил построить аккумуляторы в нашей базе, чтобы они запасали электроэнергию. Прошел всего лишь 1 день, и игра подкинула нам новое задание — спасти Осбора. Он дезертир и пытается укрыться где-то от Империи. Я понял, что я не хочу ссориться с Империей, поэтому решил от Осбора отказаться. Так что ищи другое место для спасения. Мы тебе здесь не поможем. Тут черепаха сошла с ума. И к нам как раз забрел гость. Я так подумал, что, наверное, гость сам справится с этой черепахой. И вы знаете, да, он справился. Чего мы будем морать руки, если к нам пришли гости и нам помогают? И сразу же пришло новое задание — спасти Эрика от контроллера погоды, который принесет к нам жару. У нас и так жарко, так что я согласился, почему нет? Я думаю, это довольно-таки легко. Как только Эрик появился на базе, я решил сразу проверить его характеристики. В принципе, за счет того, что он ребенок, характеристики не очень хорошие, но он всем интересуется. Это уже неплохо. Появилось еще одно задание от Империи. Тоже хотят проверить контроллер погоды, но уже в этот раз с дождем. Почему нет? Давайте, завозите, нам нужны деньги. В эту же ночь на нас напали агрессивные феники. Я подумал, что мы должны справиться с ними. Салли вышел к ним на перерез. Он был достаточно храбрый, но, к сожалению, феников оказалось очень много, и Салли потерял сознание от их укусов. Дальше я запаниковал и не знал, что мне делать, ведь бойцов у меня как таковых уже нету. Есть только Эрик, и я почему-то его вывел наружу, хотя я понимал прекрасно, что он ничего не сможет сделать. Итак, Эрик тоже лежит. Феники погнались за Мини. Она просто в панике убегала, но, к сожалению, тоже настигли. И тут появился таинственный незнакомец, который должен был решить мои проблемы. У меня был последний единственный шанс, но, к сожалению, он тоже потерял сознание и, к сожалению, умер. Моих людей уже некому было спасти. Я подумал, что нашему поселению пришел конец. Но тут пришли странники, которые просили денег. К сожалению, у меня денег нету, а вот феники есть. Феники решили с ними разобраться, и игра посчитала, что это я во всем виноват, что они умерли. Я подумал, что это поселение уже не спасти, но тут открыл здоровье Салли и увидел, что он не ранен, а просто спит. И Мини тоже здоровая. Кстати, Мини я передал от Салли гены, и теперь она тоже вампир. И я понял, что вампиры бессмертны в этой игре. Игра, видимо, решила меня пожалеть и прислала нам на помощь временных поселенцев, которые останутся мне на 19 дней. Я понял, что это очень хорошая возможность спасти Салли и Мини, или хотя бы, чтобы они быстрее восстановились. И да, я был прав, Стивен сразу же побежал спасать клубнику, а не моих поселенцев. После того, как он спас все ягоды, он решил спасти Салли и положил его наконец-то на кровать. А вот Мини он почему-то не поторапливался спасать, а только спас еще через несколько дней. Наконец-то у меня все в строю. Как все? Конечно, некоторые погибли смертью храбрых. Мы вас не забудем, ребята, как вы яростно защищали это поселение. Еще и Стив с Салли подрались, и Мини пошла спасать Стива от неминуемой смерти. Анастасия тоже что-то сорвалась и решила погулять на улице во время грозы. И, как вы думаете, ее ударило молнией. Отличный день. После этого я занимался своими обычными делами и только сейчас увидел, что Анастасия умерла. А мне почему-то казалось, что она уже лежит на кровати и выздоравливает, что ее лечат. Но нет, я ошибся. Я не знаю, как я это пропустил. Через месяц нам Империя прислала новое задание — уничтожить варгов. Я, конечно же, согласился, ведь задание не слишком сложное. И после уничтожения варгов Стив, к сожалению, от нас ушел. Наверное, не выдержал все-таки гибель своей дочери. Да, кстати, Анастасия была, оказывается, его дочкой. И буквально сразу же нам пришло задание от Зеленой партии. Они хотят изучить нашу культуру и предложить нам награду за это. Я увидел, что они нам предлагают поселенца. Сразу же просмотрел его характеристики. Он очень хороший животновод, медик и хороший исследователь. Поэтому я сразу же согласился на Криса. Прошло еще некоторое время, и на нас напали свинолюди. Интересно, один был с гранатами,
Другой был с холодным оружием, именно просто с ножом. Я решил то, что у нас только один боец, надо их отвлекать по одному, так как они меня, скорее всего, убьют и разрушат мою базу. Я выманил одного на себя, другой отвлекся на моего гостя, поэтому решил действовать сразу же. Но, к сожалению, я проиграл в этой битве. Как так-то? Один из налетчиков ранил моего гостя и решил просто его украсть. Второй же просто разрушал нашу базу, пока была возможность. Слава богу, что мини успела спрятаться, просто отсиживалась. Моего гостя выкрали, а репутация зеленой партии упала. Ну, что логично. Не успел Салли вылечиться, как тут резко еще одно нападение бандитов. Когда бандит уже был на нашей базе, Салли героически встал и пошел управляться с угрозой. И вы знаете, с помощью костяного шипа свин сразу же упал. Это было очень неожиданно. Так неожиданно и приятно. А через некоторое время приехал челнок за моим поселенцем. Я и забыл, что я принимал это задание. Мне надо помочь империи убрать урожай, и за это мне дадут другого поселенца. Ну ладно, так сказать, обмен. Отправил мини, и нам дадут Соломона. Проверил характеристики этого Соломона, он оказывается такой же, как и мини, практически по характеристикам. Забавно. А вот мини и вернулась. На удивление, за это время, пока ее не было, ничего не произошло. Абсолютно. На удивление, мы некоторое время жили достаточно тихо, и вот на нас напали какие-то десантники, и что самое интересное, я уже испугался, думал, у них огнестрельное оружие, но нет, это просто какие-то человека-собаки мечами и дубинками, а если быть точнее, с ножами и дубинками. Но их 4, а у меня сражается поселенец только один, это Салли. Салли сражался очень храбро, но, к сожалению, против 3 он ничего не смог сделать. И тут резко эти бандиты посчитали, что им уже больше здесь ничего не нужно, и решили просто забрать то, что здесь плохо лежит, а именно Салли. Он, оказывается, плохо здесь лежал. Они решили его похитить, но я уже подумал, что потерял Салли, так как некому отбить его. Но я увидел, что его похитил тот бандит, которому он больше всего урона нанес. И он сейчас, соответственно, погибнет и отпустит Салли. После этого мини быстренько подбежала к Салли, забрала его и понесла в кровать. Пока Салли залечил свои раны, к нам присоединилась девушка Тейл. Я проверил ее характеристики, она хоть какой-никакой, но боец. Наконец-то Салли будет не один справляться с бандитами. Игра нам подкинула еще одно задание. Спасти Хейс, на нее напали дикие кошки, и она хочет укрыться в нашем поселении. Лишние руки нам не помешают, так что я с удовольствием тоже принял это задание. А по своим характеристикам, это Хейс довольно-таки неплохой стрелок. Это нам нужно, у нас воинов очень мало. И нам очень повезло в том, что кошки напали именно с той стороны, куда уходили торговцы, поэтому нам даже не пришлось морать наши руки. В один из дней Салли психанул и просто убил Тейл. Отлично, минус 1 боец. Пришло новое задание от Сергея, он хочет побыть у нас 10 дней, а потом собраться в путь-дорогу. Хорошо, без проблем, лишние руки нам не помешают. О, на нас напали феники. У нас достаточно много, поэтому мы должны справиться. Но я совершенно забыл, что у нас только 2 бойца. Я отправил Салли немножко вперед, так как у него ближний бой, а Хейс его защищал сзади. Но, к сожалению, как я понял, их очень много. И Салли сразу же упал в нокаут. Хейс еще какое-то время посражался, но, к сожалению, тоже не выдержал такого натиска от феников. Это какие-то животные-убийцы. Мини спасалась бегством от них и открыла им двери, и они забрались внутрь. И так как у меня не осталось бойцов, все просто убегали от этих феников. Но так как они очень быстрые, они всех моих поселенцев догоняли и убивали на месте. Я подумал, ну ничего страшного, база же целая, вампиры, соответственно, живые. Но тут напали бандиты и просто все выжгли. А когда им надоело все это поджигать, они забрали с собой Салли и просто унесли в лагерь. И когда уже вся база практически догорела, на нас напали еще одни бандиты. Как я рад этому. Интересно, что же вы будете здесь забирать, я даже не знаю. Они просто пришли, подожгли то, что еще не сгорело, и просто ушли. Класс! Итак, у нас осталось только мини. Когда начнулось, я решил, что можно попробовать отстроить базу заново. Настроение было у мини ниже 0. Это и понятно, на всех потеряла. На следующий день она не выдержала и решила напасть на енота.
Но енот оказался сильнее, и вот она лежит. И опять человек в черном появился спасти ее. И у него этого получилось. Теперь Мини уже не одна. После того, как Мини очнулась, она опять впала в ярость, решила напасть на черепаху, но черепаха оказалась сильнее, и вот Мини опять лежит. И пока Мини была в отключке, пришли бандиты, избили Евгения и забрали с собой в лагерь. Опять Мини осталась одна. Видимая погода решила подшутить над Мини. Начались аномальные морозы, и Мини просто все себе обморозила. И после этого она уже не смогла больше восстановиться. Просто лежала на холодной земле и ждала своей участи. И так вот и закончились 100 дней для этого поселения. Скажу так, если бы поселением управлял более опытный руководитель, оно, скорее всего, могло бы выжить. Но это был я, поэтому оно не выжило. Всем спасибо за просмотр, всем пока.